Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Итак, расклад для стрельцов. Неделя с 25 мая по 31 мая. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут на следующую неделю и что интересного непосредственно у вас произойдет. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще этого не сделали. Также можете оставить свое сообщение, свой лайк под этим видео, если захотите. Мне будет очень приятно и интересно, соответственно, от вас получить такую оценку этого расклада. Итак, давайте посмотрим, стрельцы, что же стрельцов ожидает на неделе с 25 по 31 мая. На каждый день недели достаю по одной карте из каждой колоды и смотрим на те комбинации карт, которые у вас выпадут. Итак, стрельцы. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта у вас карта десятка жезлов, карта гнета, карта нагрузки. Возможно, вы много какой-то работы выполняете, а может быть, вы чересчур загружены делами на своей основной работе. Возможно, вас нагружают дома какими-то делами, ваши домочадцы, но в любом случае здесь ощущение перегруза. Да, ваша решительность может окупиться, если вы выполняете много здесь работы, как стахановец, может быть, вам за это заплатят в конце концов, но вот вы чувствуете это как какой-то ненужный груз, как тяжесть, которую вы выполняете, хотя могли бы этого, допустим, не делать. Тут же еще семерка пентаклей, как будто я очень много работаю, но по семерке пентаклей не вижу результата. Я много-много прикладываю усилий, но не вижу результата, который хотела бы получить. И думаете, а сколько мне еще нужно работать, чтобы был именно тот результат? Сколько еще нужно приложить усилий, чтобы получить, соответственно, тот урожай, который вы условно хотите? То есть здесь может быть у вас много вот такого рода размышлений, да, и сожаление, что нужно быть терпеливыми, еще много-много-много над чем-то трудиться. А вам это может быть не так уж легко, потому что вы могли просто устать в конце концов. Карта королева пентаклей, земная стихия, земной знак зодиака, общение с земным знаком, вроде дев, тельцов или козерогов может быть. И здесь она дополнительно выпадает тоже из другой колоды. Показывает сейчас. Да, простите, пришлось немножечко прерваться. Значит, королева пентаклей дважды на один и тот же день делает акцент на том, что этот день для вас будет, возможно, важен с финансовой точки зрения, касаемо зарабатывания денег, получения денег или какой-то крупной прибыли, которая к вам может прийти. И также королева пентаклей, она в целом о хозяйственности, практичности, о необходимости здесь уделять много времени, внимания своему быту, может быть, своему дому, семейному очагу. Если мы говорим о женщинах, можем говорить о проявлении особой сердечности, верности, внимания, соответственно, опять-таки к своим домочадцам. То есть карта такая очень заземленная. Дальше идет карта двойка кубков. Здесь она называется любовь. Но и в целом это карта родства душ, единения душ и желания выстраивать какой-то такой гармоничный союз, который у вас есть в этот день. Тут же еще и карта императрица. Возможно, у кого-то этот день связан как-то с беременностью, зачатием ребенка. Очень хороший период. А также карта императрица, карта тельца, кстати. Может быть, общение с человеком знака телец. Также по императрице здесь доверительное общение с вашими детьми. Может быть, здесь просто проявление любви, заботы, внимания к своей второй половинке. Много такой материнской энергии, которая тоже говорит о заботе, о духовной силе, которую вам дают ваши отношения, в которых вы находитесь. Здесь очень много любви, очень много взращивающей такой энергии. Здесь очень много примирения, может быть, возможности помириться с кем вы в ссоре, особенно если это женщина-императрица. Карты хорошие. Дальше идет пятерка жезлов, карта раздора,
каких-то неприятностей почему-то на четверг, что-то могло пойти не так или возникают какие-то конфликты. Давайте посмотрим, почему в четверг эта карта рыцарь кубков. Возможно, это связано с водным знаком зодиака, то есть раки, рыбы или скорпионы. Либо здесь вы по пятерке жезлов сталкиваетесь с тем, что вот вы можете спорить с чем-то, в чем вы свято убеждены, во что вы верите, но при этом вы как будто бы самообманом занимаетесь, да? Или вы, находясь в состоянии внушения, были и что-то вот поняли, что что-то идет не так, и это вызывает у вас опять-таки по пятерке жезлов чувство вот какого-то испытания или неприятности. Можете решать какие-то сложные вопросы здесь, касающиеся этого рыцаря кубков. Возможно, скрытые намерения чьи-то сможете разоблачить, соответственно, и опять поэтому пятерка жезлов здесь дает о себе знать. Дальше идет карта умеренности, баланса и равновесия, которая традиционно является картой стрельца, то есть вашей картой. И она показывает, что вам нужно больше спокойствия иметь, в большем балансе находиться в этот день. Возможно, попытаться найти компромиссы с другими людьми. И вместе с картой шут, который сам по себе очень такой открытый, да, это карта, которая говорит о любознательности, открытости, какой-то даже легкомысленности, которая у вас может быть. Она показывает, что вам нужно быть более спокойными в своих решениях, более сбалансированными, то есть не шагать, не прыгать в омут с головой, да, не шагать в неизвестность наугад, а все-таки быть более такими вот взвешенными в своих решениях, более продуманными, более спокойными. И дальше вот эта семерка мечей, которая есть, ну да, семерка мечей, она у какой-то хитрости, и хитрость действительно может присутствовать в каком-то вопросе здесь в этот день. Двойка кубка, вы можете немножечко схитрить в чем-то касающемся, там опять-таки двойка кубка вашего ребенка или вашей второй половинки, то есть в союзе, в паре, или какой-то секрет здесь имеет место быть. Секрет — это не всегда плохо, и может быть здесь речь о каком-то сюрпризе, может быть здесь ложь во благо, то есть чтобы не обидеть в чем-то или не задеть человека, вы в чем-то считаете, что лучше соврать. Но вот здесь оно называется нестойкое намерение в отношении двойки кубков. Может быть какое-то действительно нестойкое намерение касаемо вашего друга или вашего близкого вам человека. Но и также здесь нужно быть в целом осторожнее, потому что хитрость может быть разная, с разным умыслом. Карта шестерка кубков, карта семьи и уюта, и желания проводить больше времени со своей семьей, с близкими, вместе с картой император. Здесь может быть ситуация, где вы занимаете какое-то главенствующее положение по этому императору в семье или принимаете какие-то важные решения, обеспечивающие уют и обеспечивающие спокойствие там в вашем доме. Также здесь речь может идти о каком-то старом друге или приятеле, с которым вы ранее общались. Может быть, это по императору, там человек знака Овен, к примеру. Поэтому карта императора. Также для вас важное значение здесь может иметь в целом вот такой император. Это такая мужская карта, может быть какой-то мужчина, лидер, очень амбициозный, важный, кто имеет важное значение, допустим, в вашей семье также по императору. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для стрельцов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!